Большинство фильмов о покере так или иначе связаны с Америкой. Это логично, ведь именно в Штатах карточные игры выросли из маргинального развлечения в огромную спортивную индустрию. Но в начале 2000-х, благодаря победе Криса Манимейкера в главном событии мировой серии, случился тот самый покерный бум, и техасский холдем быстро распространился по всей планете. Где-то он был простым развлечением, так как не мог конкурировать с традиционными доходными профессиями, если игрок не прилагал колоссальных усилий. Но на постсоветском пространстве покер стал настоящим трамплином к успеху для тысяч молодых амбициозных людей. Покер позволял получать на порядок больше, чем в среднем зарабатывали в наших странах. Поэтому в СНГ карточная игра развивалась по особому сценарию. Естественно, в западных фильмах особенности русскоязычного комьюнити не представлены. Едва ли не единственный его представитель – немного карикатурный Тедди КГБ в исполнении Джона Малковича в легендарных «Шулерах». Но в 2023 году этот пробел заполнили. Вышла картина Романа Михайлова «Поедем с тобой в Макао». Раздачу из этой ленты мы сегодня и разберем. С вами Покер.ру, канал крупнейшего сайта о покере в Рунете. И по традиции лайк, подписка, колокольчик, спасибо! Сразу отметим, что этот фильм сильно отличается от западных картин, где покер обычно романтизируют. «Поедем с тобой в Макао» – удивительно правдивая лента, рассказывающая о том, что сегодня холдем – это сложнейший интеллектуальный спорт с высоким порогом вхождения. Для успеха нужно проделать колоссальную работу, а большинство профессионалов прошлого просто не в состоянии конкурировать с молодыми акулами, которые тратят тысячи часов на обучение. А это Фадей. В прошлом месяце 250 тысяч баксов выиграл в онлайн-турнире. Нормально? Нормально, конечно, да. Фадей, за сколько сможешь Олега обучить? Сценарий создавал сам режиссер Роман Михайлов, которого консультировал известный покерист Илья Городецкий. Кстати, Илья даже появляется в одном из эпизодов. Если пока не смотрели фильм, стоит это сделать. Непосредственно игры в картине немного. Нас же интересует всего две раздачи, сыгранные в разные моменты главными героями – Сергеем и его сыном Олегом. Первое происходит в момент противостояния с криминальным авторитетом Геной Стрекозой, которому сам же Сергей в прошлом проиграл квартиру. Этот факт уже многое говорит о персонаже Романа Михайлова. Да, режиссер, сценарист и главная роль – все в исполнении одного человека. Мы понятия не имеем, на каких ставках проходит игра, не знаем, сколько фишек в банке. До первой значимой раздачи нам показывают, что Сергей на волне апстрика, собирает банк за банком и находится в отличном настроении, что вполне открыто демонстрирует. Еще одна черта к образу. Вечер только начинается, пацаны. Господа, мне неловко портить вам вечер сегодня. Очень скоординированный борт 9-9-7-10. В раздаче только Сергей и тот самый Гена. Главный герой в позиции. Бандит чекает. У Сергея явно сильная рука, он ставит 25. Что именно, мы не знаем. Поиграем. 25. Единственная информация, которая у нас есть, после игры он остается должен $80 тысяч. Видимо, эту сумму он занял у Гены для игры, после чего значительно увеличил ее за счет выигранных раздач. Так что речь может идти непосредственно о $25 тысячах в одной ставке. В ответ бандит идет ва-банк, двигая в центр все фишки. А давай на все. Сергей уравнивает и первым показывает карты. У него 9 и 8 без флеш-дро, то есть готовый трипс. Сильная комбинация, но не нацовая, даже без учета пока неизвестного ривера. Предлагаешь открыться. Гена показывает даму и валета. Выходит, он блефовал. Если точнее, такой прием называется полублефом, так как его рука имеет шансы на усиление. В данном случае до стрита, если выходит восьмерка и король. Но в этом конкретном случае аутов меньше, так как восьмерка есть у Сергея, и при выходе еще одной он получит фулл хаус. Значит, Гену спасает только король, а их в колоде всего 4. Соответственно, вероятность, что бандит снова обыграет главного героя, около 9%. Естественно, именно этот ранаут появляется на ривере, и Сергей лишается всего. Поскольку квартиры у него уже нет, он остается должен криминальному авторитету неподъемную сумму.
Ты только не болей, Сережа. Что можно сказать про раздачу? Технически все сделано правильно. Да, у Сергея не нац, он проигрывает многим комбинациям старше. У соперника могут быть готовые фулл-хаусы, трипсы старше, например, туз-10. Могут быть готовые стриты валет 8, 8-7. На последние комбинации у Сергея блокер, но это не исключает их, а всего лишь делает менее вероятным. Но как раз блокирующий эффект собственной руки позволяет говорить о том, что кол не ошибка. Правда, при условии, что мы играем в стандартных стеках и по банкроллу. А вот здесь большая проблема главного героя. В фильме нам рассказывают, что он воспринимает игру эмоционально и подвержен тильту. Причем как негативному, когда ошибки совершаются из-за поражений, так и позитивному. В данном случае действует последний. Сергей в апстрике и абсолютно уверен, что он способен за столом на все. С учетом предыдущих выигрышей, у него в стеке явно намного больше стартовых 80 тысяч, вероятно, как минимум около 200. И это все его деньги, половина из которых – долг криминальному авторитету. Это значит, что Сергей не просто не может калировать без абсолютного наца. Да он вообще не должен быть в этой игре. Да, в прошлом он был достаточно сильным покеристом и сейчас способен побеждать слабых любителей. Но покер – игра вероятностей. Банкролл нужен для того, чтобы даже многократные бэтбиты и кулеры не помешали продолжить игру. И проблема Сергея не в том, что он проиграл раздачу. Она намного глубже. У него проблемы с самоконтролем. По сути, это болезненная зависимость, с которой нужно бороться. Увы, он сам этого не осознает, а значит, не готов к исправлению. Еще один момент. До игры Сергея многократно отговаривали от Катрана с криминальным авторитетом. Кто у них раздает на том Катране? Какая разница, кто раздает? Мы туда не ходим и точка. Есть очень высокая вероятность, что главного героя банально развели. То есть раздача была подстроена. Новую колоду распечатали. Любой каприз, Сережа. Использовалась так называемая заряженная колода, где карты были расположены заранее рассчитанным способом, чтобы дать игроку сильную руку, а затем лишить его всего. Поэтому еще одной ошибкой можно назвать участие в таких сомнительных играх. Тем более, когда на кону, возможно, как минимум здоровье, а то и жизнь. Вторая раздача сыграна в уже более легальном Катране, сыном главного героя, который внешне немного напоминает Мэтта Деймона. Можно с вами сфотографироваться? Да-да, потом. Возможно, это осознанный каст режиссера, делающий отсылку к культовым шулерам. За столом идет обычная катка в приятной атмосфере. Видно, что для всех участников сессии это будничный процесс. Они общаются. Илья Городецкий рассказывает какие-то истории, Олег подсаживается за стол. Нам показывают раздачу не сначала. Мы оказываемся уже на флопе. Но по комментариям самого Ильи, по сценарию он открылся. Олег сделал 3-бет, а Городецкий уравнял. На доске сухой флоп, дама 7-2. У молодого игрока колоссальное преимущество в силе диапазона. Он может ставить со всеми руками, которые у него могут быть. Причем обычно рейндж-бет предполагает небольшой сайзинг. Но на такой текстуре можно ставить побольше, от полупота и выше. Собственно, Олег ставит крупно. Такой вывод мы можем сделать по комментарию от одного из участников. Плотненько. Городецкий калирует. На терне выходит восьмерка, открывающая флеш-дро. 9-10 должны были упасть на флопе, так что усиление Ильи может быть только до сетов и доперов. Стрит-дро здесь нет. Олег ставит all-in. Городецкий мгновенно калирует и озвучивает, что купил восьмерку. То есть у него доехавший сет. Олег же показывает туза и даму, причем пиковой масти. У него даже есть шанс на победу около 15%. Но выходит бланк. Игра продолжается. Для всех, кроме Олега, который потерпел крах. Он не сумел ни вернуть долг отца бандиту, ни реализовать свою покерную мечту. Он подавлен, в то время как для остальных игроков за столом как будто ничего и не произошло. Они буднично болтают, не обращая внимания на молодого неудачника. Отличная сцена, которая показывает, насколько разным может быть эффект от одной раздачи для человека с глубоким банкроллом и тем, кто рискнул сыграть на все свои деньги. Допустил ли Олег ошибку? Опять же, в рамках стратегии вопросов нет, хотя конкретно туза с дамой можно было сыграть и через чек-колл. Но ставка тоже вполне нормальная, даже через all-in.
и Городецкий действовал на 100% стандартно, абсолютно рядовая, банальнейшая раздача. Проблема опять же в том, что Олег просто не должен был в ней оказаться. Очевидно, он решил рискнуть всеми деньгами, которые постепенно накапливал в других играх. Такой банкролл-менеджмент на дистанции, причем довольно короткой дистанции, приводит к банкротству с вероятностью примерно в 100%. В покере нельзя постоянно выигрывать. Проигрыши неизбежны, а прибыль в нем – это просто небольшая разница между победными и проигранными раздачами. Олег не мог однажды не разориться. В этом он достойный преемник своего отца. Собственно, сама идея фильма в том, что покер – это не про удачу, а про долгую кропотливую работу, огромные дистанции и правильное отношение к банкроллу. Без этих трех компонентов стать успешным игроком невозможно даже при невероятном таланте. Ну, если вы не Стю Ангер и не играете в конце 90-х прошлого века. Еще раз, покерная мечта осуществима. И это постоянно доказывают все новые и новые молодые звезды, взлетающие на высокие лимиты. Но их успех не удача, а результат тысяч часов работы над стратегией, усердного гринда, следования банкролл-менеджменту и самоконтроля. Пишите в комментариях, можно ли иногда пренебрегать банкролл-менеджментом. Если да, то в каких обстоятельствах? И не забудьте посмотреть разбор партий из других фильмов. Разбор покерных раздач из фильма «Шулера», «Как играет в покер Джеймс Бонд», «Блеф на 3 миллиарда от Челентано» и другие видео уже на канале. Пока!